Даганутый, ты вот как думаешь, сколько весят вот эти рингтоны? Может быть, как пумы 280 грамм? Или как спортивные, карбоновые и быстрые эндорфины 240 грамм? 200 его грамм. Самые легкие кроссовки, которые когда-либо были у меня на ногах. Знаете, что они здесь написали? Они написали, что мягкость и легкость встречаются быстро. И по факту так и есть. Это слоган этой кроссовки, и этим все сказано. Клифтоны 8, базовая моделька. Они взяли эту модель и облегчили ее всю, и получили Rincon 3. И со второй моделью здесь достаточно много изменений. В первую очередь они изменили объем пены, они его увеличили. Воздухопроницаемость сетки тоже улучшена. Сделали другой язычок, он полегче и уже анатомической формы. Вот эту тесемочку для надевания они сделали вообще вот таким каким-то шнурочком, кабельком, а также они усилили дырки для шнурков. Возможно, раньше это была проблема этой кроссовки. Самый большой и самый очевидный плюс – вес. Ну, вы скажете, возможно, 20-40 грамм вы не почувствуете на ногах? Почувствуйте, поверьте мне, когда ты надеваешь эти кроссовки в 200 грамм, ну, такое ощущение, что ты в шлепанцах, только шлепанцы облегают и толкают тебя вперед. 200 грамм – первый плюс. Следующий плюс для меня – это геометрия межподошвы. Здесь ранний метарокер перекат, и те, кто его используют, те, кто к нему привыкли, оценят его вскупе с легким весом. Мы приземляемся на середину стопы и уже отсюда начинаем перекатываться. Это действительно кайфово в беге. Форма язычка – следующий плюс. Он здесь анатомически выверен, прилегает к своду стопы и никуда не елозит. Стабильность этой кроссовки для меня определенный плюс, потому что здесь Active Foot Frame, когда вашу стопу опоясывает лодочка из пены. И когда бегаешь в этих кроссовочках, приземляешься, чувствуешь, что нога стабильна, ни вправо, ни влево. Стабильность – следующий плюс. Моим личным плюсом могу назвать дизайн. Мне он очень нравится, лаконично, ярко, по-летнему. То есть Hoka всегда делает что-то такое, что хочется надевать на ногу. Дизайн – мой личный плюс. Заключительным плюсом назову для себя именно вот эту межподошву. Я ее очень люблю, еще с клифтоновых 8, откуда они ее и взяли с большего-то. И здесь вот мне очень нравится отзывчивость, вот эта вся мягкость, все-все-все вскупе дает офигенное ощущение в беге. Межподошва – определенный плюс. И эта легкая, классная пена является и основным минусом этой кроссовки, потому что она имеет низкую износостойкость. Это болезнь у всех Hoka. Но я честно вот не знаю сегодня, чтобы подошва была и столь легкая за счет того, что резинка вот только здесь, здесь и здесь, а здесь открытая пена. И при этом была бы на 1000 километров вперед. Поэтому здесь нужно понимать, либо мы бегаем в легких кроссовочках, либо бегаем долго и упорно. Здесь, смотрите, здесь подметку вообще не поменяли по сравнению с 8 клифтонами. Они не оставили точно такой же, ну, может быть, утоншили вот этот слой непосредственно резины, чтобы было легче. Но я сейчас только что бегал в пумах, и там мне подметка понравилась больше. Она цепляется лучше. Здесь маленький песочек, и ты уже, ну не знаю, бульдозеришь так вперед, проскальзываешь в общем. Поэтому следующим минусом назову недостаточное сцепление подметки. Следующий минус – это потеря внешнего вида. Вы мне скажете, не бери такие яркие цвета. Ну, во-первых, они ей идут, а во-вторых, ну вот смотрите, здесь вся межподошва уже идет вот прям в складках, каких-то вот таких потертостях и так далее. Это будет видно на любом цвете. В конце скажу мой личный минус – это слабая фиксация стопы. Они облегчили сверху вот прям все-все-все. Естественно, это ну, не могло не сказаться на том, что вот стопа там как-то елозит. Сверху все вообще еле-еле держит. Благо, есть Active Foot Frame, когда снизу хоть как-то это стабилизирует и фиксирует. Поэтому личный минус – слабая фиксация моей, ну, средней и более, наверное, узкой стопы. Назову общие характеристики, которые важны при покупке. Учитывайте, что это тренировочная облегченная модель. И межподошва здесь для облегченной тренировочной модели, о чем я сейчас говорю, она немножко ватная. В них хочется бежать быстро, потому что они легкие, но они таковыми как бы и не являются, потому что, вот, к примеру, более дорогие и вот технологичные эндорфины вторые с карбоновой межподошвой, они тяжелее,
но при этом они кажутся даже легче на ноге, потому что карбон тебя толкает, и за счет этого на ноге кроссовка кажется легче. Здесь такого толчка ты не ощущаешь. Здесь межподошва, ну, точно такая же, вот как в Клифтонах 8. И в них как бы не хочется бегать быстро, потому что они тяжелее, а в этих хочется, но не может. Это особенность этой кроссовки. Если вы надумаете брать эту кроссовку, обязательно мерите ее в офлайн магазине. Здесь много нюансов. В первую очередь, смотрите, я всегда ношу 10 размер. Я взял эту кроссовку 10 размера, и у меня вот так заходил палец. Слушай, в первый раз хоки, ну смотри, это же нездорово, видишь, вот. Да, то есть, скорее всего, что надо все-таки размер мне меньше. Облегченный верх позволил мне взять размер 9,5, то есть поменьше. И у меня все хорошо уже стало сверху. Но снизу, где межподошва имеет метарокер перекат, стало хуже. То есть получается, что сам перекат, он не слегка сместился вдоль моей стопы. Я часто бегаю с таким перекатом, и я это хорошо прочувствовал. Поэтому обязательно заходите в офлайн магазин, мерите, даже там побегайте туда-сюда, почувствуйте, какой размер вам нужен, потому что здесь с этим угадать сложно. Сравню с конкурентами, в которых я уже бегал. В первую очередь приходит на ум Nusa 313, но те явно более быстрые и отзывчивые, однако менее стабильные. Еще менее стабильные новобласты, но, кстати, вот по скорости они прям вот схожи с Ринконами. Ну, может, чуть-чуть быстрее. Конечно же, нужно упомянуть Клифтоны 8. Они, конечно, чуть-чуть медленнее, но это только за счет веса, но у них лучше фиксация. Портрет покупателя Rincon 3. Кошелек выше среднего, вот вроде бы не самая же дорогая модель, но выше среднего, потому что часто нужно будет их менять. Стаж: подготовленный бегун должен быть. Клифтоны 8 вот для менее подготовленного бегуна. Целевое использование: тренировочные шоссейные кроссы. Темп: за счет того, что они как бы легкие, ну, в них классно 4.30, 5.30, быстрее не получится. Дистанции любые. Этому способствует широкая колодка для ваших опухших пальцев спереди. Но, опять же, подготовленный бегун. Где, ну, вот исключительно асфальт. Недостаточно здесь сцепления для какого-то трейла. Температура здесь она самая классная. Вот в 10, даже 30 градусов я в них бегал, и было кайфово. Что бы я хотел увидеть в Ринконах 4? Это тренировочная моделька, но она немного идет в сторону, потому что она легче. И она дарит классные эмоции. В ней офигенные характеристики, но поднимите чуть-чуть износостойкость, оставьте все те же характеристики, и это будет my one love. А еще знаете, что бы мне хотелось? Мне бы хотелось сравнить эту кроссовку с махами пятыми, которые вот только-только вышли. Потому что те должны быть еще чуть-чуть быстрее, но вот недоступны они нам. И даже заказать их как-то или еще что-то не получается. И здесь бы хотелось просто вырасти. Поэтому поделитесь, пожалуйста, ссылкой на это видео, не знаю, в различных тематических чатах, в форумах и так далее. Возможно, мы как-то где-то выстрелим, и это нам поможет. Вам за это спасибо. До встречи в беге.